Здорово, потомки! Вы на канале Пан Hurricane, меня зовут Паша, и мы продолжаем проходить Мор. Надо сделать... Лилипутик попросила сделать посветлее, сейчас сделаем. Я специально не включил свет в комнате, чтобы не выделяться на темном фоне. Но я посмотрел, я слишком сильно вроде бы выделяюсь, так что это все на ваш взгляд. Напишите лучше так, или как было. Немножко экспериментов на канале Пан Hurricane. Сейчас мы сделаем гамму, подкрутим. Только я не знаю, правда, как лучше-то ее подкрутить. Сейчас разберемся. Фонарь бесполезен без спичек. Ну, у нас нет ни фонаря, ни спичек вроде бы. Игра заключается в том, что у нас есть очень мало времени на самом деле в день, и нам нужно будет успевать делать очень много всяких дел, и к тому же у нас будет постоянно истощаться ресурсы. Да, очень долго грузит. О, есть. Так, настроечки, экран, график. Вот, гамма. Она стоит на 2. Давайте ее... вот так. Алло. Слишком... Для меня слишком ярко, но посмотрим, как для вас будет. Пока что не знаю. Исчез. Ладно. Видимо, игре нужно немножко прогрузиться. Или это Google Chrome забирал все ресурсы моего компьютера. Ладно. Сейчас мы уходим. Он попросил нас помочь его людям. Очень долго рассматривать... Дождь идет? Реально дождь идет. Очень долго рассматривать все не имеет смысла, потому что у нас время ограничено. И в первые дни нам следует как можно больше набрать ресурсов. Потому что потом ресурсы будут все реже и реже встречаться. Карта? Ага, да. Время в карте стоит вроде бы. Рубен, отец мертв, и вот один из молодчиков. То есть нам надо сейчас развернуться, вот сюда пойти. Окей. Побежим. Этот поворот или следующий? Ой-ой, следующий. О чем ты подумал? О чем ты подумал? Не в убийстве отца уже меня подозревают. Нет, это невозможно. Ну, посмотрим. Куда-то я не туда вышел, да? Да? Это не тот поворот был? Значит, ты сын старого бураха. Меня напугал. Да. Дурные вести для тебя. Куда уж хуже. Человек с твоими приметами пролил кровь. Об этом стало известно. Люди жаждут расправы. На меня напали, я защищался. Резать? Это ты зря. Хуже нет, чем разрезать целое тело. Думаешь, если отцу твоему было можно, стало быть, можно и ты? Можешь и ты? Ты не он. Я ему сказал, что я хирург. Ты ни при чем, я это знаю. Потому что я перевозчик. Почти перевозчик. Я машинист. Мне известно, что ты что ты был у меня в вагоне. Я, кстати, там был не один. Нет, ты был один. Перевозчики чувствуют вес. В поезде был один человек, и это был ты. Странно. Нас, перевозчиков, тоже не слишком тут жалуют, поэтому мы будем тебе помогать. Иди к пристани, покажи червю свое лицо, он отвезет тебя, если дашь ему ноготь. Покажи свое лицо человеку, он снарядит тебя в путь. Спасибо тебе. Люди думают, что я убивал ночью. Скоро слухи облетят весь город. Так. Это тот поворот, да. Значит, нам надо будет обходить людей. Странно, что дождь идет, он вроде бы... не должен был бы идти. Или оно сканирует погоду за моим окном. У меня тоже сейчас немножко пасмурно. Видимо, люди на нас должны нападать, потому что в первый день очень просто лутать ресы. Поэтому какой-никакой должен быть челлендж, чтобы мы не могли лутаться. Но попробуем. Тебе есть что сказать? Что ты мне скажешь? Вот, наконец, благодарный зритель. Благодарный, да. Такой, который поймет, оценит мое представление. Потому что я покажу вам голодную смерть.
Отставить. Лучше скажи, есть у тебя хоть сухарь? Сухарь изволите? Ну, как угодно. Сам просил сухарь, вот сухарь. А только надолго ли его хватит? Пройдет полчаса, и начнется мое представление. Голодная смерть. Почтеннейшая публика. Только сегодня и прямо сейчас. Ничего, найду еще одного клоуна с сухарем. Ошибаешься, лучше по улицам ищи дураков, чтобы обменяли тебе еду за помоечный мусор. Или забирайся в дома, где живут такие простаки, что авось не заметит, как ты роешься в их буфетах. Не стоит, я уважаю чужую собственность. Ну, значит, почтеннейшая публика насладится зрелищем голодной смерти. Посмотри, они так и прилипли к окнам. Убедил. Может, тогда и отмычку мне наколдуешь? Отмычку дал. Я его развел на отмычку. Так. Надо выучивать город, потому что город я вообще не знаю. Вперед. Вот по этой улице нам надо пройтись. У меня с кратковременной памятью... Попьем? Не скажу, что у меня... Опа. Слишком равнодушно. При виде меня прохожие отводят взгляд. Ладно. А я помойки лутаю. Конечно, они будут взгляд отводить. Привет. Вопросы? Хочешь разобраться? Водички набрать. Помоечку облутать. Так, по-моему, вот сюда повернуть. Что тут? Может ли быть причиной смерти отца оказалось то самое, из-за чего он просил поскорее приехать на помощь? Может. Рыжий Григорий Филин, иначе Гриф, вечно подбивал на шальные выходки. В детстве у нас была тайная база на складах для набегов на поезда. Одного из молочков Грифа продырявили. Нужно проверить, что у него там в брюхе. Скальпель только с собой не забыть. В городе есть паромщики, они меня ждут. Еду можно купить в лавке, или выменить у прохожих, или обнести чей-то дом. Лара Ривель живет у реки в доме под названием «Приют». Мы с ней крепко дружили в детстве. У нее смогу хотя бы утолить голод и выспаться. Рубен, ученик моего отца. Почти брат мне, конечно же, сразу к нему. Он поможет. Расследованием смерти отца занимается городской комендант Александр Сабуров. Помню, суровый человек. Нужно увидеться с теми, кто помнит и знает меня. Кто поверит мне без доказательств. Кто готов за меня поручиться. Ладно. Карта? Да, вот сюда и налево. Хорошо. Чё нахуй? А вы чё? Иди, сами управимся. Мы поймали, нам и честь. Кого поймали-то? Известно кого. Бураха и Иду. И Сиродова сына. Так, стоять тихо. С ума сошли? Он тут ни при чем. При чем? Весь город уже о чем говорит, идиоты? То, что отца своего родного уходохал, подлюга. Вот ты чего пасть... Ты чего пасть развездил? Давай, а то и тебе прилетит. А в теме Бурах это я. Ебай, вы чё, бля? Карта? Вперед и направо. Давай, дыши. Оп. За стеночку. Ой-ой-ой. Оп. Там рыжий Рон Уизли. Ребята, не надо. Ребята. Так, направо. Ой, бегут. Люди на улицах сторонятся меня. Правильно делают. Ой-ой-ой-ой. Детишки, хай. Чё стал? Привет. Давай. Хопа! Все еще бегут. Женщина какая-то. Привет. Дед, меня тут Рон Уизли убить хочет. Как так? Че мне тебя отмудохать? Как? Чё ты, блядь? Чё ты? Ну. Оп. Он. Да я понял, все. Ёпрст. Так, не та кнопка. Вот в этот дом надо. Ай! Тихо. Ты чё? Да ты чё? Нет. Ай-яй-яй! Да ты чё?
Зачем я, блядь? Зачем я... Угу. Ты чего захрипел-то, зубастенький? Алло, ты мне тут не сдохни, у нас тут своим ходом умирать не принято. Был с устатку, может, или не жрал давно, а то еще пить может дать. Только за водичку заплатишь, с водой тут плохо. Этот голода хлеба дайте. На свое одеяло тебя уложил, чтобы перетащить, а ты окровенил. Одеяло теперь с тебя, слышишь? Шерстяное, чтобы хорошее. Еще за то, что живой, отдельно проставишься. Что со мной было-то? Видим, зажмурился касатик. Сели зубы выдергивать. Он живой. А Таточка говорит, не разбирайте его, шакал. Это ж Грифа, дружок, закадычный, с малолетства. Похвалил нас Гриф, то, что узнали тебя. Иди к нему, поручкайтесь, вон он сидит. Ну, благодарствуйте. Одеяло тебя, слышишь? И Магарыч за спасенница. Слышу, не глухой. Ну, хоть не обнесли меня. Что, говорить будешь? Ёпс тудей, а? Ладно, хоть не умер. И на том спасибо. Поехали, короче, тогда на лодке, нахуй. Что, не выкинул ничего? Время, наверное, потерял. Угу. А время тут самый ценный ресурс. Ну, хоть буду знать. Игра запоминает, если ты умер, она запоминает это. Поэтому умирать в ней ни в коем случае не надо. Даже если ты загрузишься, она будет знать, что ты умер. Поэтому умирать в ней очень плохая затея. Опять я тут... Надо выучить город. Меня все ненавидят. Объявлена облава. Классно. Бегать надо. Вот если бы я там убежать смог, а? Ну, хоть сухарь дали, и то хорошо. В конечном итоге, ну, не полностью, а простоволосился. В принципе, добежать можно. Этот звук, это дерево, по-моему... Если стоять неподвижно... Нет? Это типа механика мне еще недоступна или что? Видимо, недоступно, но оно должно выдергивать листья наверх. Хоть... На тебя, тёта ход, а тебе понадобится оружие. На кровавый путь меня хотите толкнуть? Тебя, пожалуй, толкнешь. Послушай, мы уважали старого Бураха. Ты единственный, кто сможет его заменить. Мы не хотим, чтобы теперь убили еще и тебя. Спасибо. Так сложилось, что огнестрельного оружия у нас не водится. Мирный город. Оно и к лучшему, что не водится. Однако так вышло, что у меня есть револьвер. Я не могу тебе его отдать просто так, но продам за справедливую цену. А где взял? Наш кладовщик порой бывает необычные вещи. Заказывает тихой сапой твой товары с регулярным поездом, якобы от имени Большого Влада. Ничего с хозяина не убудет. Цена? 3000. Шутишь? У меня нет таких денег. Я могу подождать 2 дня. Не успеешь, продам другому. Уже не суди, я в нужде. Что до денег, тебе их будет несложно добыть. Во-первых, от Исидора наверняка осталось наследство. Понимаете, тяжело об этом сейчас говорить. Но дело есть дело. Не будем об этом. На наследство надеяться я тут не... Я не наследство тут хотел на тебя, живого отца. Во-вторых, Исидор наверняка учил тебя отличать и слышать лекарственные травы. Если умеешь их слышать, искать, то знаешь, сейчас сезон. В разбитом сердце скупщики заплатят отличную цену. Хорошо. Я вернусь к тебе, если наберу денег. Почему вы мне верите? Я не прочитал! Потому что мы перевозчики, мы знаем, каким путем ты приехал, и когда это произошло, убивали ночью, ты прибыл утром, мы почувствовали, что в город прибыл еще один человек. Мы же ведем людям счет. Скажите это людям. Нам не поверят, мы перевозчики. И что тут такого? Гархон — добрая река, но вода из Гархона не для людей. Пить из Гархона нельзя, заходить в реку тоже не стоит. Мы идем по кромке, это страшно, поэтому нам нужны ногти, чтобы всегда можно было вернуться обратно. Хорошо, буду приходить к вам с ногтями, когда захочу сократить путь. Так, пробежаться или сократить путь? Давайте сократим путь. Пофиг.
Это самое ценное время, которое нам нужно экономить. Сейчас. Чешется рука. Так, ноготь потерян. И вот я снова тут. Вот в этот дом надо. Есть что? Нет, ничего. Видите? Хопа. Ну, двери тут открываются, да, с трудом. С трудом они здесь открываются. Тяжелые, очень крепкие двери. Так. Кровушка капает. Сюда, что ли? Да, вот он лежит. Хыть. Это все заберем, надо все забирать. Деньга. Видите? С помощью иголки можно открыть ящики. Хорошо, это окупилось. Чё? Ты кто? Доктор от грифа, что с ним? Корешка нашего порезали, в бок ему вон заточку обломили. Видишь, крови сколько, дышит пока. Вода у вас есть? Нет воды, ты главное ты вначале спирта ему дай. Спирту или порошков таких, обезболить чтобы. А то он нервно у нас дерганый, вырываться будет. Не спиртом обезболить. У тебя резать-то есть чем? Она глубоко у него. Мы ножом поковыряли, уже не достает. Тут этот скальпель нужен, иначе никак. Я смотрю, вы мастера ножами ковырять. Говори, сами эту кашу заварили. Какое? Мы доброе дело делали. Кто бурах старого убил? Известно, Шабнак. Мы же его нашли, людоедку хренову. А тут набежал отродье степнячего. Стали орать, что, мол, она не Шабнак, а человек. Ну и ходили. Ну и уходохали нас. В 10 мочили, косоглазые. Так вы, значит, женщину убили? За бураха мы поквитались. Вон он, ягода ее, и поймал. Да ты что зенками-то сверкаешь? Ты режь его давай, хрипит уж, слышишь? Делай, чего тебе Гриф велел, доктор он. Гриф сказал мне вырезать лишнее, помнится. Подручные Грифа выявляли Шабнак, проверяли пропавших женщин огнем. Что это за это ягода и получил заточенную закуску? Сегодня порученный Гриф готов вытащить меня из беды. Приветствие ради. Завтра такого уже не будет. Воровское радушие живет недолго. Объявлена облава на человека с моими приметами. Короче, я так понимаю, его можно шлепнуть. Иголка. Ой. Оп. Иголка есть. Значит, можно еще взломать. Опа. Патрон. Мыло. Главное не ронять. Опа. Так, надо кровушки. Бутылка с водой. Коснуться. Бутылка с водой. Водоносы ежедневно доставляют свежую воду из степных родников. Все потому, что вода Гархона давно отравлена выбросами заводов. В нее и заходить не стоит. Использовать. Попили. Кровушки у тебя возьмем. Так. Ну давай. В живот тебе засадили. Оп. Заточка. Но мы можем ему вообще все вырезать, но... Гляди, вроде ровнее задышал. Почему такой осколок? Что это за штука? Вот и видно, что ты не здешний. Обычай у нас такой. Ножей не держим. Примета считается такая злая. Нож в хозяйстве вещь аккуратная. А такие вот зверюги, кто они ни в жизнь, ни в смерть не верят, людей протыкает. Ну, те уж такое одноразовое берут. Ткнул, сломалось. Обычай такой. Дурак ты, обычай не такой, чтобы заточки в теле ломать. Обычай в том, чтобы тело не резать. Сейчас это его дружка-то, блядь. Потыры-пыры. Все. Оперировать. Ну, можно ему вынуть еще какую-нибудь почечку там. Оп. О, морфий. Но обезболивать его не надо, так что... Так. Ага. Смотрите. Такой тут взлом. Оп. Ну, вроде не сложно. Там надо и левой, и правой кнопкой мыши нажимать, чтобы соприкоснулось все. Здесь мы сейчас наберем денег. Деньгу. Деньгу надо. И главное, время особо много не терять, потому что... Блять, как вы меня пугаете. Похоже, этот дом заброшен. Похоже. У тебя точно всего хватает для жизни? Мне не хватает всего: еды, воды, одежды. Я не призываю тебя вести себя так же, как эти двое, но ты в нужде. Все, что тебе может пригодиться для выживания, можно найти вот в этих самых домах. И даже если у вещей в этом доме объявится хозяина, грабители тут уже побывали. Предлагаешь мне внести этот дом? Именно так. На карте сейчас стоит твоя жизнь, а вещи — это всего лишь вещи. К тому же у тебя будет возможность оказать жителям этого города большую услугу. Ты же врач.
Правильно, я врач, а не налетчик. Ну, я врач, а не налетчик, поэтому самое время. Легко. Я врач-налетчик. Купец-бакалейщик МГР-1 Эмрейс. Так. Все, что можно залутать. Ведь была тут иголочка-то. Хорошо. Один раз взламываю. Если иголочка есть, взламываю еще раз. Если иголочки нет, по обстоятельствам. Так, и тут каждую комнату надо вскрыть. Оп. Есть. Иголочка. Иголочка. Нету иголочки. Ну давай, взламываю. Иголки не было. Нехорошо. Ну давай еще одну. Иголка была. Хорошо, окупилась. Какое-то казино. Так. Так. Давай. Опа. Фух. Получилось. Оп. Больно много закрытого. Но если вот тут иголочки есть... Какое-то мяско. Иголочки просто тратить не хочется. Они же могут потом пригодиться где-нибудь. Я же все-таки должен как-то ранки зашивать, наверное. Вот через это он очень тяжело проходит. Давай. Еще одну дверь открыть. Давай. Хоп. Деньга. Нам надо 3000 накопить. Пока что... Иголки. Пока что копится не очень. Так, ладно. Давай. Двумя руками. Черт. Плохо взламывал. Очень много прочности лишней потратил. О, мыло. Ну, мыло это хорошо. Ну, я тут ничего не воровал. Вот это можно украсть? Нет, ну все тогда, давай. До связи. Так. Куда нам? К отцу лучше не идти. К Ларе надо сходить, к Рубену. Опа. Шабнак Адык, узнаешь? Так, всегда притворяется женщиной, но это Морок. Морок сходит, когда начинает быстро бежать. Ноги у нее косные, либо глиняные. Следов за ней не остается. Быстро бежит Морок, с нее слетает, как запах. Я узнаю их так. Если мозгов в башке нет, значит башка из глины. Таким путь на кладбище. Это точно, с кладбища-то они и берутся. Там и костей много, и почва сугубо глинистая. Так туда и отправляйся в салки играть с покойничками. Ух, какая тетя. Как поживает твой скот, Хатангер? Бьярла, как поживает твой скот? Мы, Хатанга, должны помогать друг другу. Это наш уклад. Ты напрасно наступаешь, да, Хатангер? Кто бы не остался стоять на ногах, ты проиграешь. Это еще почему? Подумай сам, Тангер. Тебя убьют, совсем плохо будет, так, да? Ты убьешь, еще больше возненавидит. Ни в один дом не впустят, крошки хлеба не обменяют, товар не продадут, как волка гнать будут. Зачем такая жизнь тебе? А к ним это почему не относится? Мы уклад, они нас не любят. Так, мы уклад. Не вступай в драки, УННТ. Лучше доброе имя севернее. Время придет, признаю тебя. Будешь крепко стоять на ногах, что хочешь, делай, Уанге. Бьярла, мать Ботху, согрей твои следы. Дала мне какую-то хрень. А этот дом заброшен? Кажется, нет. Не думаю, что он заброшен, но если заброшен, можно полутаться. Здесь это... рыженькая. Хорошо. Здесь магазин. Ой-ой, кушать хочется. Сухарик.
Все покушали. Нормально. Баночку взять. Надо водички набрать. И попить. Все, попили. Куда бежать? В дом лучше не бежать. Я понял. Тогда налево. Пойдем к Ларе первым делом. Опа, привет. Я устал, очень-очень устал. Нет, не так. Я смертельно устал. Что это значит? Это значит, что надо поспать. Поспать-то мне скромному негде. Дома стучи, не пускают. И вообще, у меня неприятное чувство, что вернулся я в родной город. А тут меня любят меньше, чем я заслуживаю. У меня тоже. Шел бы ты, Бурах, домой. Там и отоспишься. А если вдруг по пути ненароком увидишь кровать, даже не сомневайся. Пользуйся этой возможностью. Сладких снов тебе, неутомимый искатель несчастья на свою голову. Спасибо, тебе того же. Ну это он сказал то, что надо спать в этой игре. Так, в дом мы не идем. Нам какая-то там жаба сказала, что в дом не надо идти. Мы лучше помоечки полутаем. Это здесь меня, да, отмудохали? Угу. Там ребенок какой-то. Говорить хочет. Камень. Дитя. Кто он? Чего там? На костях все закончилось уже. Отсудили? На каких костях? Ты с какой крыши упал, дядя? Совсем плохой, что ли? На пустыре, где костный столб, людоедку степную поймали. Демона глиняного. Ладно, нет у меня на времени на дураков. Постой, а где этот пустырь? Ну тупой, не местный что ли, одет как фабричный, или вам там на консерве совсем голову отбивают? Возле Солонки, в Кожевином. Понял. Пойти посмотреть, что ли? Все. Записали. Фить. На меня кто-то разозлился. Музыка что-то... Извините за лютый фонк в моем исполнении. Так, налево. Можно... Да, нам надо налево. Говорить хочет кто? Там кто-то хочет поговорить. Привет. Давай болтать. Совсем народ с ума посходил. Скоро домовых с анчутками ловить начнут. Нет никаких шабнаков на свете. Все Тверь трава проклятая цветет. От нее голова у людей мутится. А кто тут слух пустил, не знаешь? Кто теперь разберет? Ты сам из каких? Откуда будешь? Лицо вроде бы знакомое. Я сын Исидора Бураха, Артемий. Я вернулся. Здесь вас ненавидят. Понятно. О, он говорить хочет. Стой, поболтаем. Проходи, а то людей крикну. Чего вы все съелись на меня? Что я вам сделал? Так ты же душегуб убивец. Тот самый, кто родителя нашего убил. По всем приметам ты и есть. Одежда в крови, рожа знакомая. И железка тебя несет. Сказано было, что убийца на железке залег. Там скрывается. Уехать, сбежать хотел. Какого родителя? Ты о ком? Сам знаешь о ком. Проходи, говорю. Ничего мне с тобой с зырками, глазищами на меня. Не боюсь я тебя. Вот я крикну сейчас. Тихо, а то... Так чего ж не кричишь? Кричи. Тихо, а то я сам крикну. О, дедус. Болтать будем? Я бы хотел поменяться с тобой ради собственной совести, но кто же станет меняться с человеком, похожим на вора или убийцу? Мена — это про доверие. Я не убийца, не вор, приятель. Заруби себе это на носу. Обмен — священная традиция человечья. Ты же понимаешь, что вещь тут ни при чем. Да ни при чем. Тогда возьми спичку, а ты мне свою куртку за нее. Идет. Может, ты взял бы. Только не стану я меняться с тем, у кого совесть нечиста. К чему судьбу себе портить? Если есть на мне грех, это не заразно. Ты со своими грехами разбирайся, а я со своими как-нибудь сам. Чудак ты, парень. Я не через твою судьбу жизнь себе поправляю, а через свое доверие. Врубаешься? Если я кому верю, мне удача прибавляется. А может, и еще кое-чего. О, сказал ему там хороших слов. Мол, добро — это прощать. Ну, по сути, правда. Так, Ларочка. Ларочка, куда? Здесь можно пройти. Тихо. Успокойся. Девка? Дети! Аты-баты, шли солдаты, дышит степью, дышит ваты. Кто родился в сентябре, тот за сутки и помре. Я родился в сентябре. Ну вот, ты один такой и выжил. Значит, вон какой здоровый ведмедь.
Меня так и звали в детстве, друзья, Медведь. Мама говорит, пока цветут твиль, ветрянка, воротника, рука, сечь и радость. Надо спать каждые 5 часов, иначе хлоп и лопнет. И на голове, как это называется? Правильно все мама говорит. Ай, блядь, дай пройду. Хорошо, что чистой воды привезли с родников, иначе пришлось бы пить из гархона. Будешь пить из гархона, теленочком станешь. Что так ты не понимаешь, Тенек? Кто ж в здравом уме станет воду из гархона черпать? Крови и то будет лучше напиться. Потому и словно, что караван с родников пришел. Только надолго ли хватит? Что ж, водовозы обратно пошли? Нет. Водовозы под младшим Владом теперь. Он водой и ведает. А только он дурачок. Говорят про него даже такое, что колодец копает. Это, конечно, вранье. Какой бы ни был дурак, а все же не такой, чтобы колодец копать. Это так, вряд ли такой дурак найдется. Дядь, ты пока сюда по рельсам ехал, чего слыхал? Идет состав. Какой состав? А, ты же не местный, у нас вот вода... У нас как водится, мы мясо и кожу туда отправляем, так? Они нам состав с провизией. В общем, с вещами всякими, со всеми, что мы тут не делаем. Папа говорит, потому что мы как в море, на далеком острове. Да, я местный, знаю все это. 2 недели уже состав не едет. Это мы так голодать скоро начнем. Мясо отправили, а остальное... Сладкого уж вообще не осталось ничего. До вечера за кусок сахара Юта все свои пуговицы отдала. Слыханное ли дело? Ого, 2 недели, это серьезно. Со всеми детишками болтаю, и они типа меня любят. У тебя все еще есть свое имя? Как и у тебя, думаю. И мой отец вчера выбросил свое имя. У него больше нет своего лица. Мне от этого как-то грустно. Еще бы. Наверное, он сделал что-то плохое, знать бы что. Или наоборот хорошее. Обычно бывает так. Да? Это ты точно знаешь? Просто он так же не скажет теперь. Ты, главное, люби его так же. Или даже крепче. Привет, ребята. Так, мне надо к Ларе, а вы меня тут порнули. Отсюда не выйти. Так, набираем всяких ресурсов. Нам по этой улице надо идти. По всей видимости. Проверю. Да, по этой улице налево и к Ларе. Боюсь, что вот этот дружок сейчас начнет мне морду бить. Тут есть помоечка, но пройти здесь нельзя. Оп, помоечка пустая. Да! Да ты чё? Твою мать! Задрали! Так. Вперед, налево и к Ларе. Вот же ж, сука. Ага. Да. Да. Быстро. Оп. Успел. Чё вот так? Отстань. Ирод проклятый. Лара, встречай. Ларочка. Оп. Ничего нет. Сам сюда. Оп. Лара, пускай меня. Это же сюда? Нет. Дальше. А, бутылка есть. Ой-ой. Вот туда надо. Так. Какие руки? Ай, что ты не понял? Лара, пожалуйста. Лара, быстрее. Я уж думал, сейчас окуклюсь. Не для меня эта игра, ой, не для меня сделана. Здорово. Сколько ж лет прошло? 7? И больно щемит внутри. А ты изменилась, Лара, выросла, строже стала. Сердце больное, воздух тяжелый здесь, сам знаешь. А почему смотришь так? Кровью от тебя пахнет. А это ничего. Значит, теперь мы с тобой почувствуем одну и ту же боль. И, наверное, одинаково сильно. Поэтому ты пришел. О чем ты? О том, что мы одинаково сильно любили своих отцов, а теперь мы оба их потеряли. Твоего убили сегодня утром, а мой весной погиб на войне. После битвы при Бродах много тут злого случилось, пока тебя не было.
Сочувствую, я так мало знал твоего отца, но мы всегда уважали его. Так значит, он погиб в бою? Нет, оставим это, не хочу сейчас говорить. Так зачем ты приехал? Отец написал мне письмо 2 недели назад, тревожное. Говорил, что ему предстоит опасное дело. И что же теперь делать будешь? Правды добиваться, сдамся, объяснимся. Ну вот что, никуда ты сейчас не пойдешь. Ты же на ногах не стоишь, шатает всего. Останешься у меня, поешь и ляжешь. Проснешься и подумаем, что делать. Такой вот план. Спасибо, поесть бы в самом деле. Чего у тебя тут? Обнесем сейчас девушку. Ить, ить. Пусто, нет у тебя тут ничего, Лара. Ить. Оп, опа. Сухарь. Опа. Нож. Нож пригодится. Ой, как бы тут теперь это все говно разобрать. 3. Она занимает 3. 2 пустые бутылки. Надо водой залить. Смогу забрать. А лучше съем ее сейчас. Понятно. Все, рыбку съели. Говорится, и рыбку съесть, и на куканчик сесть. Пусто, Лара, что такое? Ничего нет у тебя. Нельзя? Нельзя? Вообще нельзя, да? Никуда? Ладно. Что она предлагает? Часик поспать у нее тут? Всем доброго утра. Губы потресканы. Возьми сам все, что тебе нужно. В холле, в шкафу должно быть немного еды. Лечь наверху, что ли? Раньше гости у тебя там ночевали. Ну, когда мы были детьми. Нет, наверх не надо, там закрыто все. Я туда не хожу с тех пор, как не стало отца. Здесь ложись. Лара, что не так? Ты почему взгляд отводишь? Не надо, не сейчас. Иди поешь. Ты понимаешь, что сейчас сентябрь? Ты помнишь, какая тут осень? Есть нужно постоянно, хоть понемногу, но каждый час, иначе сил не останется вовсе. Твой же отец нас этому учил. Не надо сейчас браться, хорошо? О том, что спать надо почаще, чем обычно, тебе тоже нужно напоминать. Конец сентября, степь остывает, тверь цветет. Ты что, все забыл? Ты сколько не спал уже, говори. Я давно не спал, да. Пока сюда ехал, как раз сморила. Ну тогда и поспал немножко. Так ты что, лишний вес потерять боишься? Да хоть бы и 5 часов. Да все время дорого. Что сейчас происходит? Но не настолько дорого. Все самое плохое уже случилось. Хуже не будет. Убийца твоего отца никуда не денется, пока новый поезд не приедет наконец. Да, твоя правда. Все равно тебе сейчас идти некуда. Это же за тобой они охотятся, верно? Похоже на то. Пока будешь спать, схожу, посмотрю, что там и как. Ну и сама подумаю. Может, узнаю что-нибудь, может, и объясню, что возможно. Не того они ловят. Это дело. Спасибо, Лара. Наверх-то я все равно схожу, Лар. Пить нельзя. Опа, дверь открылась. Ха! Попалась! Где она держит хлеб, ты не видел? Все полки пустые. Ты еще кто такая? Либо твой лучший друг, либо твой самый опасный враг. Это от тебя зависит, так что будем дружить. Чего тебе надо? Ты веришь в предсказания, Бурах? Само собой, а ты умеешь? Умею. Ну валяй, предсказывай. Много крови ты прольешь, Бурах. Очень много. Реку крови. Родной крови, любимой крови. Ты буквально утопишь свой город в крови. И притом очень скоро, если только не доверишься мне. Как тебе прикажешь понимать? Прикажу вот как. Все, что ты хотел, не делай. Планы свои отмени. Отца ты уже не вернешь, а другие жизнь спасать моя забота. Нет, моя. Я врач. Я тоже. И получше, чем ты. Проверим? Вот что, уезжай отсюда немедленно. А если все-таки останешься, то сиди тихо и не делай ничего. Чем меньше ты сделаешь, тем меньше горя принесешь. Вот так и понимай. От планов своих откажись. Я сама все сделаю. Хорошо выйдет. Вот увидишь. Что сделаешь? Что надо, то и сделаю. Тут скоро такое начнется. Да, в общем, уже началось. Ты, главное, сам не дергайся. Просто верь мне, ладненько. Я твоя сестра, твой двойник, и я знаю, как надо. Я вообще много знаю о Бурах. Мне будущее открыто. Докажи. Жизнь докажет. Ты только одно запомни. Если захочешь тебе что-нибудь сделать, не делай. Выйдет хуже. Погубишь свой город. Утопишь в крови. Я подумаю. Я тебя не трогаю.
Да. Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай. Лар? Я сходил наверх. Сердце Зачем ты мое туда ходил? Я же сказал, там пусто. И больно щемит внутри. Да так, по старой памяти детство вспомнить. Давай, 1 час. Сплю час. Всего час. Для скрипта. Ага. Уйти нельзя? Меня звали Яков Стерх. Я работал на вывозе, женат был дважды, оба раза удачно, вырастил дочь. Меня разбудили ночью друзья, позвали на помощь ловить убийцу старого Каина. Мы засели в засаде на станции, там меня убили, моим же ножом. Прости меня. Меня звали Кирик, это я сказал, что убийца поедет на поезде. Мы сели в засаду, поезд приехал, с него соскочил человек, я крикнул: бейте его, братцы, дурной я был парень, убийца залез бы в вагон, а не слез бы с него. Прости меня. Меня звали Ломой, это полное Варфоломей, а мужики уж как только не звали потом Лома, это еще ничего, родители его так и назвали. А убили меня на станции прошлой ночью, не знаю, чего я туда полез. Все побежали, и я побежал. Прости меня, Варфоломей. Затемнение. Ну что, пообщался? Видишь, они на тебя зла не держат. Наверное, в себе еще не пришли. А может, уже что-то поняли. Смерть-то она людям ошеломительно мозги прочищает. Я бы хотел все исправить. А я вот тебе историю одну расскажу. Пытался один человек все исправить. Вымолил себе право вернуться в прошлое и снова сделал все то же. Мы ему говорим: молодец, судьба такая твоя. Он говорит: а можно еще разок? И что же? Разрешили, только предупредили, если откажешься от своей судьбы, будешь жестко наказан. Продолжим жизнь свою. Но покалеченным, ущербным, необратимо себя повредишь. Понимаешь намек? И что же он, согласился? Да не помню уже. Если и согласился, то вряд ли все это добром закончилось. Судьбу Бурах ломать не надо, не изменишь ее судьбу. А я все-таки попробую. 3. Достать холодное оружие. Опа. И что, типа, мы с ними можем подраться? Ребят, вас уже не вернуть. Все, ребята, вас уже не вернуть. Видишь, это судьба. Весь твой путь определен твоей судьбой, Бурах. Что ты хочешь изменить? Ничего ты не изменишь. Тебе знакома история царя Эдипа? Эх, какая у меня судьба. Я тебе уже говорил, Бурах, дурная, кровь проливать. Не дергался бы ты, потрошитель. Плетью обуха не перешибешь. Я тебе не потрошитель. О, пам-пам-пам. Отмена. Поспал я. Кто возьмет на Плохо себя твое дело, медведь, но кое-что я поправила. Отрадно снова побыть медведем, я тоже тебя люблю. Скоро они успокоятся, ты же знаешь, как это поветрие. Я сказала, что ты тут ни при чем, кому надо. Ну там женщинам быстро весь разнесут. Тут в седле, в ребре, в хребтовке. Ну хотя бы у нас по улицам ходить сможешь. Спасибо, Лара, век тебе не забуду. Вот Стаха бы еще повидать. Повидай. Вот только не удивляйся, если он тебе сразу не обрадуется. Это с чего бы? Он Исидору знаешь, как предан был. Отцом его считал. А тебя вот считал, в общем, закаменел он на тебя, что ты уехал, отца бросил. Может, сам решил тебя заменить. А уж теперь совсем, наверное, с ума сойдет. В общем, объятий не жди. А ты тоже меня извергом считаешь? Тебя столько... Ты сколько? 6 лет не было? Мы теперь Ты снова теперь чужак и вернулся не с той стороны. Хоть и не отца, но кого-то же ты убил, верно? Мне смотреть не надо было, что ты весь в крови. По глазам все увидела. Только ты вошел, взгляд у тебя становится такой мясницкий. Ну, убил, иначе бы они меня. Лучше бы тебе было. Надо все начинать сначала, медведь. Хотя, может, и не все. В укладе тебя ждут, наверное. Теперь, когда отца своего не стало, кто-то должен его место занять. И не только для вас, степняков, но для всех нас. Спасибо, Форель, за все спасибо. Что ж, вот такая маленькая серия, да, остановимся пока здесь. Сохранимся. Спасибо, что посмотрели. Поставим лайк, подпишемся на канал. И до встречи!